Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу огромную пляжную или городскую летнюю сумку из шнура Карамель Бэби. У меня 2-миллиметровый шнур в 200 метрах 150 грамм. Также я приготовила крючок 3,5 миллиметра, сантиметровую ленту, ножницы и маркеры. На каждом этапе вязания в видео буду озвучивать размеры деталей и заготовок, а также, как всегда, добавляю ссылку в описании для заказа необходимых материалов, инструментов с моим промокодом. По этому промокоду вы получите скидку 10%. Также укажу в описании полный размер готового изделия и расход пряжи на него. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. Накидываю нить на ладонь, оборачиваю и создаю первый столбик из 2 воздушных петель. Первая и вторая, для того, чтобы подняться на необходимую высоту ряда. Далее в кольцо буду провязывать столбики с одним накидом в количестве 12 штук вместе с первым. Это второй. Снова накид, подхватываю петлю, провязываю сначала 2 петли на крючке, потом снова 2 петли на крючке. И так в общей сложности 12 раз. Далее стягиваю кольцо, максимально, как это возможно, туго. И замыкаю круг. Следующим образом вставляю крючок в первую петлю после первого столбика подъемного по кромке. Подхватываю петлю и протягиваю на лицо снова 2 воздушные, поднимаясь на необходимую высоту ряда. Край начала опускаю и ввязываю в полотно. Снова накид. В эту же самую точку, куда вывела подъем, вставляю крючок и провязываю столбик с одним накидом. Таким образом, в каждую точку из 12 я провяжу по 2 столбика. В следующем ряду у меня 24 столбика с одним накидом. Снова накид. Первый столбик в одну точку и накид, второй столбик в эту же точку. Так до конца ряда столбиками с одним накидом. В конце ряда последний 24 столбик. И соединение. Вытягиваю нить немного больше обычного. Нахожу первую кромочную косу. Она сразу после подъемного столбика. Увожу петлю туда. Возвращаюсь, вставляю крючок с лица в соединение, подхватываю петлю, подтягиваю нить, чтобы она была маленького размера, и вывожу снова подъемный столбик 2 воздушными на новый ряд. Далее в каждую точку я буду провязывать по 3 столбика с одним накидом. Начинаю с первого. В эту же точку второй и третий столбик с одним накидом. Далее, чтобы количество столбиков в круг увеличилось каждый раз на нужное мне число, я пропускаю точку для провязывания и через одну буду провязывать столбики с одним накидом. Между тройками столбиков я провязываю одну воздушную. Итак, накид через одну точку, столбик с одним накидом, второй и третий. В каждой точке вывязан пучок из 3 столбиков с одним накидом. Снова одна воздушная между каждой тройкой будет. Накид, пропускаю точку в следующую, пучок из 3 столбиков с одним накидом. И так до конца ряда. У меня получится 12 пучков из 3 столбиков.
3 провязано, соответственно, еще 9. Не забываю провязывать воздушную между каждым пучком. В конце ряда делаю соединение аналогично предыдущему. Вставляю крючок под первую кромочную косу, увожу петлю наизнанку. Далее с лица между первым и последним пучком в арку вставляю крючок, подхватываю петлю, делаю петлю нужного размера, то есть максимально подтягиваю рабочую нить и вывожу первый столбик следующего ряда двумя воздушными. Далее накид, в эту же арку второй столбик и накид, в эту же точку под арку третий столбик. Пучок готов. С этого ряда я буду формировать форму моей заготовки. Это квадрат. Чтобы получить квадрат, мне нужно добавить 4 пучка по 3 столбика в равноудаленных точках. Не забываю воздушные между пучками. Накид, следующая арка. Вставляю в нее крючок и провязываю 3 столбика с одним накидом. Далее снова воздушная. Следующая точка. Повторяю то же самое. 3 столбика с одним накидом. Сейчас у меня провязано 3 пучка по одному в каждую арку. На следующую точку приходится добавление. Воздушная, пучок из 3 столбиков с одним накидом, следующую арку. Готово. Теперь воздушная и еще один пучок в эту же точку из 3 столбиков с одним накидом. Таким образом получается, что я добавила один пучок, и у меня в этой точке образовался угол. Далее по кругу я провязываю 2 пучка одиночных, третий двойной с добавлением, потом снова 2 одиночных и на третью точку арку провязываю 2 пучка, не забывая между пучками провязать одну воздушную. На конец 4-го ряда приходится еще одно добавление. Еще раз, добавления равно удалены друг от друга. В 4-м ряду имеют между добавлениями по 2 пучка. Каждый следующий ряд будет увеличивать количество пучков между добавлениями. То есть в следующем ряду 3, 4, 5 и так далее с ростом заготовки. Накид. В арку начала, в эту арку был провязан первый пучок ряда, я провязываю 3 столбика с одним накидом. Не забываю одну воздушную и делаю соединение. В первую кромочную косу увожу петлю наизнанку. Далее образуется арка между первым и последним пучком. В нее вставляю крючок, подхватываю петлю, подтягиваю и 2 воздушные, 1, 2, выхожу на следующий ряд. Так каждый ряд будет начинаться с провязывания пучка в ту же точку, в которой заканчивается провязыванием пучка добавления. То есть это начало окончания ряда, это угловая точка моей заготовки. Далее добавление буду вязать в угловые точки здесь, здесь и здесь. И здесь соответственно по 2 пучка. Сейчас вывязываю 2 и 3 столбик в точку начала. Воздушная и далее по рисунку под каждую арку пучок из 3 столбиков. Навязываю необходимый размер заготовки.
У меня заканчивается 12 ряд узора. Сейчас между углами у меня 10 пучков по 3 столбика в окна. И завершаю точно так же последним пучком угловым. И перехожу на обвязку детали. Третий столбик. Далее воздушная. Здесь вставляю крючок уже с лица на изнанку, подхватываю петлю и вывожу столбик обвязки воздушная. Далее буду вводить крючок по кромке. 2 раза в пучок и 2 раза в окно. То есть вывязать с окна мне надо 2 столбика. С пучка тоже 1, 2. И так по всему периметру по 2 столбика в арку и 2 столбика с кромки пучка. По 1, 2, 3 и 4 стороне. Завершаю ряд обвязки и прерываю нить. Но нить прерывать мне необходимо с запасом. У одной детали, первой, этот запас должен быть равен периметру моей заготовки. И так 6 раз. Готово. У всех остальных в 4 раза меньше. То есть здесь нить у меня остается для того, чтобы проложить шов по всем 4 сторонам. В остальных деталях мне нужна нить для прокладывания шва в длину только одной стороны. Вытягиваю нить и делаю незаметное соединение рядов. Вставляя крючок в первую кромку обвязки и увожу нить сначала на изнанку, далее возвращаю в исходную петлю. Исходная петля — это та, откуда выходит петля окончания вязания. То есть вот так. Все. Так выглядит моя заготовка. Ее размеры 25 на 25 сантиметров. Диагональ 35 сантиметров. 12 рядов. Еще раз напоминаю, таких деталей мне нужно 5. Детали я сложила следующим образом. В центре та, у которой самый большой запас нити. Здесь шов пройдет по 4 сторонам этим запасом нити. По всем сторонам квадрата еще по одной детали, и у каждой запас нити в одной точке. Здесь, здесь, здесь и здесь. То есть эти швы пройдут вверх, то есть по одной длине квадрата. И приступаю к сшиванию. Сшивать буду самым простым способом. Здесь подхватываю полупетлю. То есть вот эта нить рабочая. Подхватываю. И подхватываю с этой стороны аналогичную петлю. Натягиваю нить и вывожу эту петлю наружу. Далее поочередно буду вставлять крючок в полупетли с одной стороны детали, с другой и провязывать соединительные. И так далее. Одна, вторая и соединительная. Еще раз поближе, чтобы было наглядно. Вставляю крючок сначала в одну полупетлю с одной стороны, потом в аналогичную противоположную вторую с другой стороны, подхватываю рабочую нить, вывожу петлю и протягиваю соединительной. Я прошла швом по одной из сторон, такой аккуратный, лаконичный получается шов. И теперь перехожу к следующей стороне, подхватывая те же самые полупетли.
нахожу угол, от этого угла эта петля относится к нужной мне стороне, ввожу крючок здесь, здесь и той же нитью продолжаю сшивать. Снова 2 полупетли и петля соединительная. Четыре шва проложено, теперь перехожу к сшиванию боковин. Тем же самым способом ввожу крючок поочередно в полупетли с одной и с другой стороны. У меня последний боковой шов, я вытягиваю остаток нити. Эти нити вяжутся в полотно, можно отрезать, но не очень коротко. У меня есть часть, где эта нить длиннее других, с нее я и начинаю вязать. Это предварительная форма сумки. Сумочки с формой, где ширина гораздо больше глубины, в этом сезоне особенно актуальны. Но сейчас мы ее еще доработаем. Я вставляю крючок, обвязку буду делать за обе дужки кромочной косы самыми простыми столбиками без накида. Сейчас по кругу, подхватывая хорошенько вот эти части, чтобы они не были проваленными. Количество рядов остается на ваше усмотрение. В этих рядах я еще вывяжу ручку. Итак, первый, второй ряд вяжем просто столбики без накида. На стыках деталей подтягиваю нить, которой делала шов, подхватываю за обе дужки петлю с одной стороны, с другой и провязываю эти петли вместе, чтобы немножко собрать. И далее продолжаю, ввязывая край в полотно. Я провязала 2 ряда по общему полотну сумки и уже маркировала места, где буду вывязывать ручки. Покажу способ, как ручки смотрятся аккуратно и очень лаконично. Здесь между маркерами у меня 27 петель с одной и с другой стороны, не считая маркированные. Размер сумки по верху 53 сантиметра. Расстояние между маркерами 15 сантиметров. Моя ручка будет не очень длинная, больше в руку, но сделаю ее такой, чтобы можно было одеть на плечо. У меня как раз закончился моток нити. Покажу, как ввести новую нить на этом этапе. Совсем чуть-чуть остается. Беру новую нить и провязываю столбик новой нитью. Подтягиваю и старую, и новую нить, конец начала и окончание, и продолжаю, ввязывая оба кончика в полотно. Довязать мне нужно до маркера. Удаляю маркер. В эту точку ввожу крючок последний раз и формирую цепочку из воздушных петель необходимого размера. У меня 45 воздушных петель. Это без сильного натяжения 27 сантиметров. Удаляю маркер и привязываюсь в эту точку за обе дужки столбиком без накида. Далее продолжаю, на противоположной стороне вывязываю такую же ручку, возвращаюсь по кругу и покажу, как эту ручку обвязывать. Я провязала круг и снова возле ручки. Здесь эту нить я пущу для ввязывания в ручку, она с прошлого ряда у меня осталась. У меня последняя точка по полотну сумки. Вывожу петлю, не провязывая, вставляю петлю в первую точку по ручке
за обе дужки. И эти 2 петли провязываю вместе. Это угловая точка от перехода к полотна к ручке. И в каждой такой точке, находя последнюю точку по полотну и первую по ручке, здесь, здесь, здесь и здесь, я буду провязывать 2 петли вместе. Вне зависимости от количества рядов, в каждом следующем ряду проделываю то же самое. В этой точке образуется красивая выточка, и ручка будет смотреться очень лаконично. Продолжаю обвязку, навязывая необходимое количество рядов. Следующий ряд последний. По полотну это будет обвязка, по ручке это будет 5-й ряд толщины. Ручку не буду утяжелять обвязкой, и чем толще ваша ручка, тем легче ноша. Сумка большая, объемная, поэтому ручку советую сделать потолще. На обвязку я перехожу с угловой точки. Начало окончания ряда у меня здесь, но для того, чтобы не было видно схода ряда на нет, начинаю обвязку отсюда. Соединительные петли, вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Сейчас вяжу соединительные до точки перехода на ручку. При переходе обвязки на столбике последнюю точку точно так же вставляю крючок, вывожу петлю, в первую точку по ручке тоже, и эти петли провязываю вместе. По ручке идут столбики без накида. Потом снова возвращаюсь к обвязке по полотну сумки и завершаю ряд обвязки. Я в конце ряда вытягиваю нить, ввожу крючок в первый стежок обвязки, увожу нить туда и потом возвращаю ее в исходную точку, на изнанку, где можно спрятать глубину сумки. Моя самая большая пляжная сумка готова. Она очень необычная и многофункциональная. Можно спрятать углы, так она смотрится гораздо компактнее. Можно углы вывернуть. Прекрасно будет смотреться в ней подкладка контрастного цвета, сшитая по той же схеме 5 квадратов. Ткань позволит зафиксировать форму и убережет фактуру от растягиваний. Сумочка получилась очень объемная, 50-51 сантиметр в ширину, глубина по детали 30 сантиметров, эффективная глубина за счет квадратного дна гораздо больше, порядка 35-38 сантиметров. Очень вместительная и стильная. Все необходимые размеры, а также итоговый расход пряжи оставляю в описании. У меня было 4 мотка, и от последнего 4-го осталось больше половины. Чтобы поместиться в 3 мотка этой пряжи, вам нужно всего-навсего связать детали не 12-рядные, как у меня, а 11-рядные. У вас получится изделие немного меньше, но зато вы сэкономите на материале. Сумочка действительно очень эффектная и классная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!